А вы знали, что можно переехать жить на итальянское побережье, и местные власти вам еще и доплатят за это по 1000 евро в месяц? И нет, это не просто громкая фраза для того, чтобы привлечь ваше внимание. 9 итальянских деревень в Калабрии действительно приглашают жить у моря и в горах за доплату от местных властей. Статья с этой новостью летом была опубликована на сайте CNN. Так, местные власти повышают привлекательность региона для экспатов и борются с вымиранием малонаселенных районов, где проживает не более 2000 человек. Программа называется «Активный доход от проживания». Ссылку на официальный сайт региона я оставлю в описании под этим видео. Но если коротко, то претенденты на грант от местных властей должны организовать бизнес на новом месте жительства или взяться за уже готовый и одобренный властями проект, оформить местный ВНЖ, быть моложе 40 лет и в течение 90 дней с момента подачи заявки перебраться в Италию. Муниципалитеты Калабрии обещают первые 2-3 года выплачивать экспатам от 800 до 1000 евро в месяц, либо выплатить всю сумму целиком – 28 тысяч евро для запуска бизнеса – отеля, ресторана, магазина, фермы или чего душе угодно. Привет, друзья! Это Ленка. В начале года я выпустила видео, где говорила, что хочу эмигрировать из страны. Но я по-прежнему в России. Нет, я не забила и не сдалась. Все это время я изучала информацию и подбирала варианты. В том числе нашла и эту инфу про Италию. Но ведь в мире так много стран, так много разных культур, менталитетов, возможностей. И у каждого государства свои особенности и свои правила миграции, которые к тому же еще и постоянно меняются. Хочется, конечно, пожить и попробовать и то, и другое, но финансовые и временные возможности ограничены. Сделаю уточнение, что иммиграцию я лично рассматриваю с точки зрения не просто свалить куда-нибудь пожить на годик-другой, а с точки зрения законной легализации и последующего получения гражданства. Поэтому варианты приходится рассматривать очень тщательно. А вариантов и способов очень много. Но я решила сделать это видео и рассказать вам о наиболее несложных и недорогих вариантах иммиграции из России. Итак, это мой топ стран, куда можно быстро и бюджетно свалить. Первой страной, пожалуй, будет Черногория. На данный момент это государство одно из самых открытых и лояльных к России. Черногория – это совсем небольшая страна на Балканском полуострове. Население чуть больше 620 тысяч. Когда-то она была частью Югославии вместе с Сербией, Хорватией и другими. Черногория – это славянская страна. Большую часть населения составляют черногорцы и сербы. Язык, соответственно, черногорский и сербский, который для русских довольно прост в изучении. Религия в основном православие. На побережье чистейшего Адриатического моря климат средиземноморский. Долгое теплое лето и короткая, но влажная и ветреная зима. Но в глубине страны можно найти довольно разнообразную и очень красивую природу. К 2025 году Черногория планирует войти в состав Евросоюза, поэтому сейчас она активно привлекает инвестиции в свою экономику. Пока что жизнь в стране остается недорогой, зато в перспективе с небольшими вложениями вы можете получить паспорт Евросоюза. За инвестиции в 350 тысяч долларов спустя 3 месяца можно получить не просто ВНЖ, а сразу гражданство. При этом не обязательно будет отказываться от паспорта родной страны. Но немногим обычным людям доступен этот вариант. Недвижимость в Черногории по ценам сравнима с развитыми регионами России. Но просто владение недвижимостью дает право лишь на годовой ВНЖ, без права последующего получения ПМЖ, а также у вас не будет права на работу и на бесплатную медицину. Лучшим вариантом в Черногории будет открытие своей фирмы и устройство в нее на работу в качестве руководителя. Требования в Черногории по сравнению с другими европейскими странами очень мягкие. Помимо регистрации фирмы, что, кстати, можно сделать удаленно,
и трудоустройства необходимо иметь как минимум среднее образование, открыть счет в банке и иметь на личном счете 3650 евро. Да, в качестве валюты Черногория использует евро. А уставной капитал фирмы может быть всего 1 евро. Также нужно будет предоставить документы на собственное или арендованное жилье и медицинскую страховку на 30 дней. Получить ВНЖ таким способом можно за довольно короткие сроки и сразу всей семьей. То есть на жену и несовершеннолетних детей. Получив ВНЖ по бизнесу, вы получаете право на трудоустройство, бесплатную медицину и бесплатное школьное образование для детей. Не как у нас, а действительно все бесплатное. Работу в Черногории с зарплатой от 400 до 600 евро в месяц найти более чем реально. Соответственно, 2 взрослых члена семьи могут получать ежемесячно от 800 до 1200 евро. Это не так уж и много, хоть для России, хоть для Черногории. По сути, 1000 евро в месяц на семью с детьми – это прожиточный минимум. Да, в России семьи живут зачастую получая и в 2, и в 3 раза меньше, но никто не понимает, как им это удается. На данный момент Черногория не требует активного ведения бизнеса. Но чтобы спустя год продлить ВНЖ, вам все же придется платить зарплату как минимум себе, платить с нее налоги и отчитываться по бухгалтерии. Доверить это можно бухгалтеру. Его услуги будут стоить от 50 евро в месяц. Спустя 5 лет вы можете рассчитывать на получение статуса постоянного резидента, а еще через 5 лет на гражданство. Сдавать экзамен на знание истории не потребуется, а вот знать язык придется. Для примера того, насколько Черногория лояльна. Схожие программы есть во многих странах. Вот, например, Словения. Уставной капитал там должен быть не 1 евро, а 7500. Директором может быть только словенец, и платить вы ему обязаны будете не меньше 1000 евро в месяц. А взять себя на работу сможете только в том случае, если у вас есть высшее образование. ВНЖ вы получите не как собственник, а как наемный работник. И ваша семья сможет к вам приехать только через год. Польша. Тоже, на мой взгляд, один из самых доступных вариантов. Но в отличие от Черногории, Польша уже находится в составе Евросоюза. И с получением ВНЖ Польши, в отличие от черногорского, вы сразу получаете возможность свободно передвигаться по шенгенской зоне. Но, разумеется, в довесок к этому бонусу идет и более высокая стоимость жизни. Республика Польша. Государство в Центральной Европе. Омывается Балтийским морем. Граничит с Германией, Чехией, Белоруссией и даже с Россией в Калининградской области. Население около 38 миллионов человек. Это развитое индустриальное государство с богатой историей. По объему ВВП на душу населения по паритету покупательской способности Польша опережает Россию на 10 строчек. Население преимущественно поляки, язык польский. Для нас не сложен в понимании и изучении. Религия преимущественно католицизм. Климат умеренный, с мягкими зимами и теплым летом. К сожалению, исторически так сложилось, что отношения России и Польши не самые радужные. Советский Союз в 1939 году, подписав договор о дружбе и границе между СССР и Германией, разделил территорию страны с Третьим Рейхом. Поэтому в Польше к России и русским до сих пор относятся настороженно. Однако не в той мере, в которой это пропагандируется в самой России. К адекватным и культурным людям в цивилизованных странах и относятся соответствующе. И если вы не будете орать на улицах «Тагил!», вряд ли вы заметите какие-то ярые проявления национализма. Эмигрировать в Польшу и получить ВНЖ проще всего через так называемый бизнес-инкубатор. Система бизнес-инкубаторов изначально создавалась для того, чтобы облегчить старт бизнеса в стране и тем самым привлечь стартаперов и предпринимателей. Вместо того, чтобы открывать свое юрлицо, они ведут деятельность через инкубатор и избавляются от бумажной волокиты. Но инкубаторы также отлично подходят для фрилансеров и просто для тех, кому нужен польский ВНЖ. По сути, инкубатор выступает своего рода посредником. Вы заключаете с ним договор, и он как бы берет вас на работу, помогает вам в оформлении рабочей визы в Польшу
и после въезда помогает в оформлении документов на ВНЖ. Причем вид на жительство вы получаете сразу на 3 года. Конечно, за услуги инкубатора придется платить. Набор услуг может быть разный. Инкубатор может помогать вам консультациями на протяжении всего срока проживания, а также платить за вас все налоги. Согласитесь, в незнакомой стране это полезно. Особенно, если вы не хотите нарушать законодательство, чтобы впоследствии получить гражданство. В среднем пишут, что их услуги обходятся около 100-150 евро в месяц. Но за эти деньги вы получаете не только ВНЖ и перспективу паспорта страны Евросоюза. Вы можете официально вести предпринимательскую деятельность и получать заказы на удаленную работу. Просто придется оформлять договоры через инкубатор. Но если идей для бизнеса и фриланса у вас совсем нет, то вы можете официально трудоустроиться. Минимальная зарплата в Польше – 2800 злотых, или же примерно 600 евро или 700 долларов. Но, конечно, с учетом аренды квартиры, особенно если рассматривать Варшаву, прожить на эти деньги сложно. Хотя, как пишут, небольшую студию с простенькой мебелью можно найти в районе 1000 злотых, а комнату в пригороде и того от 400. Средняя зарплата в Польше раза в 2 больше, и в 2020 году составляла 5411 злотых. Но сможете ли вы на нее рассчитывать, зависит от ваших навыков и знания языка. ПМЖ Польши можно получить спустя 5 лет постоянного проживания, то есть более 183 дней в году. Все это время придется поддерживать сотрудничество с инкубатором. Минус в том, что время работы на инкубатор не будет учитываться в рабочий стаж для начисления пенсии. Спустя 3 года проживания по ПМЖ, то есть в общем 8 лет, вы имеете право подать прошение о получении гражданства. Необходимо будет доказать, что у вас есть где жить, есть стабильный доход и показать основы знания языка, истории и Конституции. А вот отказываться от гражданства России не обязательно, что для многих большой плюс. В качестве третьей страны я решила выбрать кое-что экстраординарное. Это страна для любителей чего-нибудь нестандартного и экзотического. И скорее для тех, кто хочет окончательно сжечь все мосты и обрубить концы, а не мотаться раз в год в Россию для того, чтобы встретиться с друзьями и родственниками. Аргентина. Это очень яркое государство, расположенное на юге Южной Америки со стороны Атлантического океана. Республика Аргентина занимает довольно внушительную территорию. По площади она занимает 8-е место в мире, чуть больше Казахстана. Климат и природа довольно разнообразны, от умеренного на юге до тропиков и субтропиков на севере. Анды и Кордильеры на западе, и равнины Пампас и Патагонии, о которой многие читали в романе Жюль Верна, на востоке. В столице, Буэнос-Айресе, зимой температура редко опускается ниже плюс 10 градусов. Зима, кстати, в южном полушарии с июня по август, а лето с декабря по февраль. Не знаю, как вам, а мне уже хочется увидеть это своими глазами. Население Аргентины около 45 миллионов. Люди там общительные, приветливые и открытые. Основная религия – христианство. Язык – испанский. Причем лично мне произношение аргентинцев нравится куда больше, чем самих испанцев. Аргентина входит в число стран Большой Двадцатки, а в регионе считается 3-й по величине экономикой. Но при этом Аргентина имеет очень много схожих черт с Россией. В 90-е там была и приватизация, и дефолт. Там есть проблемы и с безработицей, и с преступностью, как и во многих других странах Латинской Америки. Многие сейчас подумают, так зачем же менять шило на мыло? Но тем не менее, Аргентина имеет лучшую экологию, большую продолжительность жизни и качество жизни в среднем все же чуть лучше, чем в России. Минимальная зарплата около $500 в месяц. Там довольно демократичное общество, бесплатная медицина и бесплатное образование. Опять-таки, не как у нас, а действительно бесплатное. Для всех, даже для иностранцев. Именно этот факт
и открывает нам двери в Аргентину. Единственный минус такого способа – это то, что для поступления в вуз нужно уже иметь определенный уровень знания языка. И так как страна эта испаноговорящая, то даже если со школьных времен вы все еще помните, что Лондон is the capital of Great Britain, то вам это мало поможет. Зато можно будет смотреть «Дикий ангел» с Натальей Орейро в оригинале. А университет Буэнос-Айреса дает хорошее образование, и его диплом хорошо ценится во многих странах мира. А теперь самое интересное. Почему тут оказалась страна Латинской Америки? И почему Аргентина, а не, например, Бразилия или Чили, в котором, кстати, для получения ВНЖ нужно инвестировать всего $10 000 или приобрести любую недвижимость. С гражданством Чили, кстати, вы бонусом получаете безвиз в США. А в Греции обучение для иностранцев тоже бесплатное. Но там срок проживания по студенческому ВНЖ не засчитывается для получения гражданства. А в Аргентине вы можете подать документы на гражданство всего после 2 лет пребывания в стране. Ведь никогда не знаешь, что может произойти и как могут измениться законы страны спустя 5, а то и 10 лет, которые должны пройти до получения паспорта. А в Аргентине нужно прожить всего 2 года для получения гражданства. Причем до 2021 года этот срок нужно было прожить официально, то есть по ВНЖ или ПМЖ. Сейчас, в связи с коронавирусом, даже это требование было отменено. Для въезда в страну россиянам не требуется никаких виз, а потом можно просто остаться нелегалом. Хотя по факту практики по выдаче гражданства нелегалам пока нет. Дело в том, что гражданство выдается через суд. И процедура эта бюрократизированная и не очень быстрая. Аргентинцы вообще не любят торопиться. Местным органам требуется выполнить запросы в Интерпол о том, что вас нет в розыске, и в полицию всех округов страны, что вы там тоже нигде не накосячили. И на отправку и получение каждой бумажки уходит немало времени. А если периодически не интересоваться, как там дела, то вас вообще могут забыть на пару месяцев. Ну все прям как у нас. Получив паспорт Аргентины, вы можете больше никогда не возвращаться в Россию и путешествовать по многим странам мира без оформления виз, в том числе и в Евросоюз. Может быть, со временем вы захотите перебраться в более развитую Испанию. А может, и Аргентина придется вам по душе. Турция. Страна, знакомая многим. Но, конечно, никогда не стоит судить о стране на основании одного лишь туристического опыта. Не стоит путать туризм и иммиграцию. Турецкая республика – это государство на стыке Азии и Европы. С севера она омывается Черным морем и имеет морскую границу с Россией. На западе Турцию от Греции отделяет Эгейское море, а наиболее нам знакомое южное побережье омывается Средиземным морем. Климат, так же как и в Аргентине, можно подобрать на любителя. Турция занимает площадь примерно равную нашему Хабаровскому краю или Иркутской области, однако население там проживает аж 83 миллиона человек. И вполне предсказуемо, что с таким населением в стране довольно высокий уровень безработицы. Сложность еще и в том, что Турция – это мусульманская страна, и для многих эта религия и сопряженная с ней культура довольно чужда. Например, в магазине сложно купить свинину, а алкоголь стоит дорого. Но так как Турция – это светская страна и активно развивает туризм, то взгляды местных весьма умерены и не навязываются. В общественных местах всегда следят за чистотой и порядком. Под своими окнами вы не увидите пьяных компаний. В Турции русских хорошо знают и хорошо к ним относятся. Турецкий язык не самый простой в изучении, но в стране проживает большое количество русских, а многие местные, особенно в курортных зонах, хоть немного, но знают русский язык. Уровень жизни в Турции довольно высок, а цены, наоборот, ниже, чем в России.
Море, благоприятный климат, хорошая экология, обилие свежих фруктов и овощей. Вполне весомый набор, чтобы променять пыльный серый российский город на солнечную Анталью. Плюс хорошая медицина и весьма недорогая недвижимость. И именно недвижимость-то вам и поможет легализоваться в этой стране. Не сказать, чтобы покупка квартиры – это совсем уж бюджетный вариант. Хотя, если рассматривать семейную пару, да еще и в разрезе 5-летнего срока, который обычно требуется для получения ПМЖ, то в итоге получается неплохая экономика. Вы же не просто тратите деньги на чьи-то услуги, как в Польше, а остаетесь со своей собственной квартирой. Кроме того, на сегодняшний день турецкое законодательство никак не регламентирует цену и местонахождение объекта. ВНЖ получают все владельцы жилья, независимо от того, купили ли они роскошную виллу на море или маленькую квартирку на окраине города. При беглой оценке объявлений агентств я нашла десятки вариантов квартир с площадью от 50 квадратных метров. В популярных курортных зонах в ценовом диапазоне от 20 до 30 тысяч евро. А за 35 можно уже даже с бассейном. Что уж говорить о простеньких квартирах не на побережье. Там стоимость может опускаться до 500 тысяч рублей, если хорошенько поискать на местных сайтах. Ссылку оставлю в описании, но нужна регистрация. Для получения ВНЖ вам потребуется документ о собственности на недвижимость, медицинская страховка на первое время и подтверждение дохода около $500 в месяц. Не обязательно, но могут попросить. Для этого достаточно выписки из банка о движении средств на вашем счете. Оформить сделку и сам ВНЖ, кстати, можно даже из России, по интернету и на русском языке. Но придется подождать месяц-два, пока все будет готово. Все то же самое можно провернуть и не покупая недвижимость, а просто заключив договор длительной аренды. Но документов понадобится чуть больше. Хотя даже в таком случае, по сравнению с европейскими странами, все происходит очень быстро и просто. ВНЖ выдается, как правило, на год и продляется по необходимости. В Турции с видом на жительство по своим возможностям вы практически приравниваетесь к гражданину, за исключением возможности голосовать. А уже через 5 лет можете подавать заявление на гражданство. При этом Турция признает двойное гражданство. Тест на знание языка сдавать придется, но в крупных городах курсы по изучению турецкого можно посещать бесплатно. На поиск 5-й страны у меня ушло много времени. Я перебрала кучу вариантов. Про Грецию и Словению я уже упоминала. В Чехии, Болгарии, Хорватии, Латвии, Литве либо нужен слишком большой уставной капитал, либо нужно действительно показывать деятельность и прибыль бизнеса. Эстония – язык. Не все готовы его выучить, чтобы рассчитывать на гражданство. В более развитых странах и стоимость жизни космическая, и без высокой квалификации и работы там делать нечего. Если у вас есть техническое образование – слесарь, механик, электрик – то как вариант попробовать программы провинции в Канаде. Им, кстати, очень нужны дальнобойщики. Но необходимо знать английский язык и очень много возни с документами. Филиппины, Бали, Таиланд – хороши для отдыха. Но, как по мне, не лучший вариант для жизни и получения гражданства. В Венгрии до недавнего времени давали ВНЖ просто на основании владения недвижимостью. После 2017 года, когда страна вступила в Евросоюз, на практике выдача ВНЖ только на этом основании прекратилась. Хотя многочисленные фирмы до сих пор предлагают эту услугу. Ну и так как страны Евросоюза для любителей путешествовать действительно дают большое преимущество и стремятся туда многие, я решила рассказать вам вот о чем. Испания. Ну тут уж об этой стране, думаю, наслышаны многие. Королевство Испания – это довольно большое европейское государство с населением 46 миллионов человек. Теплый климат, море, футбольные клубы. Кому что, но достоинств у Испании много. Это, конечно, не Финляндия.
но уровень жизни в Испании тоже достаточно высок. Средняя зарплата там колеблется на уровне 1800-2200 евро. Стоимость жизни тут, конечно, тоже не маленькая, но не обязательно рассматривать такие крупные города, как Барселона или Мадрид. Однако, в любом городе вариант с работой или бизнесом для многих отпадает. Слишком заморочено. Но для тех, кто все-таки очень хочет именно в Европу, в Испании есть один наиболее бюджетный вариант с некоторыми любопытными особенностями. Если официально, то вам потребуется получить студенческую визу. Занятия, разумеется, должны быть очными, не менее 20 часов в неделю. Стоимость обучения иностранцев в испанских вузах меня несколько поразила. Например, год обучения в университете Барселоны на факультете менеджмента, экономики и права стоит 1061 евро. Но для того, чтобы поступить в вуз, вам потребуется знание испанского языка. Выучить вы его можете хоть в России, хоть в Аргентине. Но вообще-то логичнее всего поступить в языковую школу в самой Испании. При поступлении на годовой курс в аккредитованной школе вы сразу же и получите свою первую визу. Стоимость языковых курсов за год в районе 3500 евро. А дальше вы можете хоть 3 года совершенствовать свой испанский, хоть поступать в университет на программу бакалавриата. Ко всему прочему, студенческая виза дает вам право работать до 20 часов в неделю. На первое время вы можете обосноваться в студенческом общежитии. Это облегчит вам получение документов для визы. А дальше можно поискать жилье подешевле. Кстати, примерно такой же вариант доступен и в Италии. Тут уж кому какая страна больше нравится. Получив итальянскую визу, вы можете попробовать подать документы на ту самую программу, которую я описывала в начале. Или, например, получить свой собственный дом по цене 1 евро. Такие программы в Италии тоже есть. На ПМЖ и в Италии, и в Испании вы можете претендовать спустя 5 лет проживания по ВНЖ. Только вот студенческая виза – это же не ВНЖ. И именно поэтому предпочтительнее Испания. У Испании есть один особенный вид ВНЖ. Его называют по оседлости. Выдается он тем, кто непрерывно проживает в стране более 3 лет. Доказывается это штампами в паспорте, договором аренды жилья, чеками из магазинов и прочее. При этом о законности вашего проживания не говорится ни слова. То есть въехать в страну вы можете хоть по туристической визе. Главное официально арендовать жилье. И можете оставаться нелегалом. Способ, конечно, рискованный. Да и работать официально вы не сможете. Но на стоимости языковых курсов сэкономите. Да и оформлять продление визы каждый год не придется. Единственное дополнительное условие для получения ВНЖ по оседлости – вам нужен будет действующий трудовой контракт. Или в случае с нелегальным пребыванием – письмо о намерении работодателя заключить с вами такой контракт. Но за 3 года-то уж точно можно будет что-то найти. На месте в стране всегда гораздо проще разобраться, чем читая чьи-то статейки в интернете. Но есть еще один очень важный нюанс. Для получения ПМЖ этот срок не будет засчитываться. Отсчет пойдет с того момента, когда вы получите законный ВНЖ. Так что, выбирая такой способ, придется приплюсовать еще 3 лишних года. Итого, до получения гражданства в Испании пройдет как минимум 13 лет. Вот такие разнообразные страны и способы есть у россиян для иммиграции. Да, они, конечно, требуют некоторых финансовых сбережений, но не требуют огромной массы документации, высокой профессиональной квалификации, да даже высшего образования не требуют. А ведь в России больше половины взрослого населения так и не окончили вуз. По данным переписи населения 2010 года, высшее образование в стране имели только 27% людей старше 25 лет. Неудивительно, с учетом того, что стоимость года обучения в МГУ начинается от 400 тысяч рублей. В 4 раза дороже, чем в Барселоне. Ну кто там говорил, что в Европе все дорого? Каждая страна имеет свои особенности,
свои плюсы, минусы и тонкости, которые не уместились в этот ролик. Пишите в комментариях, какая страна или какой способ иммиграции заинтересовал вас сильнее всего. И я обязательно расскажу об этом поподробнее. Ну или может вы знаете какие-то способы или истории, о которых я еще не знаю и не рассказала о них в этом ролике. Обязательно делитесь ими в комментариях. Я очень нуждаюсь в информации. Да и многие зрители, думаю, будут вам благодарны. Жизнь в России непростая, так что мы должны как-то друг другу помогать. Надеюсь, мой ролик тоже вам чем-то помог и подкинул поводов для размышлений. Не забудьте поддержать меня и поставить лайк, если вам было интересно. И подписывайтесь, чтобы не пропускать ролики с полезной информацией. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч!